Очень часто задаваемый вопрос, как же мне определить, когда поливать орхидею. У нее корни все время зеленые. Смотрите, прошло уже достаточно много времени после того, как я ее принесла домой. И один раз я ее уже полила. Но вот этот корень серебристый, а этот корень зеленый. Это не означает, что вот эти корни влажные и напоенные. Это означает лишь одно, что на этих корнях растут водоросли. У меня есть поддоны под горшки. Высота поддона 1,5 сантиметра. Я набираю теплую воду. Не нужно купленную орхидею поливать какими-то удобрениями. Она настолько стимулирована заводчиком и производителем, что при поливе каким-нибудь удобрением она просто моментально может сбросить цветы. Поэтому этого делать не надо. Пусть цветет, вот сколько у нее есть возможности распустить бутоны, столько пусть и распускает. Ричи нашел орех на балконе, который нужно было отдать белочкам. И принес его сюда. А он очень любит орехи, а ему нельзя орехи. Конечно, нельзя. Собакам орехи нельзя. И кошкам тоже. Кошки их не брали. И котам. Добрый день, друзья! Недавно делала обзор в Leroy Merlin. Теперь этот магазин называется Lemana Pro. Ну, так и хочется его назвать по-старому, поэтому так и получается Leroy. Пока не привыкну, буду называть его по-старому. И многие обратили внимание, какую орхидею я показала. И показала я ее не только в обзоре, но и в телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал всегда есть в описании под видео. Многие мне подсказали, что это орхидея Вероника или Вероника. Я не знаю, где ударение в этом слове, но мне нравится больше Вероника. Это одна из ее мутаций. Но мы прекрасно с вами знаем, что орхидея Бернадетта может цвести очень красивыми белыми цветами и вот такими, я бы сказала, корявыми, темными цветами. И у меня есть две Бернадетты. Но никак они не расцветут одновременно. И я не могу показать вам эти два цветения. Какие они разные. Ну вот и здесь то же самое может быть. Что это Вероника. Одна более светлая, а другая с мелкими цветами. Мельче, чем простая орхидея, но более темными. И действительно с какой-то мутацией. Ну, любят сейчас производители вот такие всякие разнообразные, мутированные орхидеи. Может быть, не столько любят производители, сколько мы их любим покупать. Давайте разберемся, что с этой орхидеей. Как обрабатывать, не буду вам показывать, потому что оставлю ссылку на видео, где я 100-й раз подробно об этом рассказывала. Где? В правом верхнем углу экрана будет. На что я в этой орхидее хочу обратить ваше внимание. Очень часто задаваемый вопрос, как же мне определить, когда поливать орхидею. У нее корни все время зеленые. Смотрите, прошло уже достаточно много времени после того, как я ее принесла домой. И один раз я ее уже полила. Но вот этот корень серебристый, а этот корень зеленый. Это не означает, что вот эти корни влажные и напоенные. Это означает лишь одно, что на этих корнях растут водоросли. То есть орхидея содержалась в таком влажном грунте, долго был влажный грунт, что на этих корешках выросли водоросли. А если очень внимательно присмотреться, они даже выглядят сухими, а не наполненными водой. Поэтому орхидею поливать самое время. Чуть позже покажу, как я это делаю. Но еще я обнаружила вот такое черное пятно. И, конечно, после того, как я протерла листья от
пыли и грязи, вот такое пятно первым делом я обрабатываю фитоловином. Фитоловин – это природный фунгицид плюс антибиотик. Самый-самый простой. Но если на этой орхидее более сложные фунгициды не применялись, то купировать это пятно он поможет. Нужно достать ампулу, там пластиковая ампула, я не буду этого делать, я это уже делала, просто вам показываю. Неразбавленный фитоловин вылить на часть диска. Вот маленькое пятно, не нужно всю орхидею обрабатывать фитоловином. Можно взять небольшой кусочек ватного диска, например, 1/4 часть. Капнуть 3, 4, 5 капелек фитоловина и протереть с двух сторон лист, ну, захватывая вот такую часть листа. Если нет дальше распространения этого пятна, оно не разрастается, можно на всякий случай контрольным через 20 дней протереть еще раз и оставить орхидею в покое. Но не каждый раз вам показываю, не каждый раз вам рассказываю, что часто, когда мы покупаем орхидею, они к нам доезжают в таком состоянии, что бутончики орхидея уже сбрасывает. Вот это было со всеми бутонами, но они тоже засыхают. И когда она стоит в пакете, чаще всего эти бутоны попадают в грунт. А такая разлагающаяся органика способствует росту популяции подур. Когда вы изначально осматриваете орхидею, обязательно уберите все сухие листики, если они есть в самом-самом низу, вот, или части этих листиков. Он уже настолько высох, это фласочный лист, что убрать его сложно. Ну, вот он. Вот видите? Вот такие части нужно убирать. Бутоны. Совсем засохшие корни. Но он у меня тут так неудобно расположен. Показать тоже сложно. Такой засохший корень. Вот он. Надо отрезать. Ну, по возможности, до живого. Но не обязательно его вытаскивать из горшка для того, чтобы это сделать. Здесь виден торфяной стакан. Вот он. Я его прямо чувствую. И такую орхидею я всегда поливаю по краю горшка. У меня есть поддоны под горшки. Высота поддона 1,5 сантиметра. Я набираю теплую воду. Не нужно купленную орхидею поливать какими-то удобрениями. Она настолько стимулирована заводчиком и производителем, что при поливе каким-нибудь удобрением она просто моментально может сбросить цветы. Поэтому этого делать не надо. Пусть цветет, вот сколько у нее есть возможности распустить бутоны, столько пусть и распускает. Очень часто орхидеи после покупки, вот в них столько заложено всего, что они могут и продолжать цветение, наращивать следующие бутоны. Вот пока эта орхидея не использует, она будет цвести. Но бывает и такое, что принесешь, а через 2-3 дня все цветы осыпались. Но это значит, очень большой стресс испытывает орхидея. И перемена освещения и влажности, и температуры на нее так сильно влияет. Ну а поливать, стараться полить по краю горшка. Намочить все видимые корни. Меня всегда спрашивают, сколько вы воды используете для полива? Столько, сколько нужно для наполнения поддона. Полный поддон воды.
Если орхидея очень сухая, она и грунтом, и корнями, вот сейчас вы это видите, очень быстро будет впитывать эту воду. Через 3-4 часа воды там не останется. Желательно это делать с утра. Если вы это сделали утром, вы можете эту воду в поддоне оставить и до вечера. Но вечером желательно ее вылить. Но я вам гарантирую, что если вы вот в таком состоянии польете орхидею, к вечеру воды там просто не будет. Но если она у вас еще стоит под освещением, если ей светло, если это не холодный подоконник, то воду все она впитает. Даже сама кора впитает эту воду. Ну и потом следующий полив мы делаем только тогда, когда увидим в горшке серебристые корни. Вот я вам сейчас показывала серебристый корень. Но я так поливала орхидею, что серебристого корня в горшке уже нет. А он был вот этот. Все корни зеленые стали. И вот по мере того, как будет впитываться, все остальные корни тоже получат свою долю влаги. Ну а за то время, пока орхидея распускает свои бутоны, она вас будет радовать цветением. После цветения, когда начинают увядать цветы, орхидея начинает расти. И вот только после начала роста, и не тогда, когда вы увидели первый малюсенький корешок или крохотный листик. Вот только тогда, когда орхидея в активном росте, мы ее можем пересадить. У некоторых орхидей это случается через месяц и через 2. А другие орхидеи устроены по-другому. И это может произойти через полгода и даже через год. И если у вас прям вот где-то руки чешутся, как мне всегда пишут, пересадите орхидею, успокойте свои руки, дайте орхидее начать активно расти, и только потом ее пересаживайте. Если вы купили осенью или зимой, то пересадка может быть летом или в конце лета. Главное, чтобы у орхидеи начался рост и корней, и желательно листьев. Но орхидеи все делают по-разному. Я вам недавно показывала парфюмерные фабрики. Так вот, одна из них начала растить лист, а другая начала растить корни. Так что дождитесь и того, и другого. И после этого делайте пересадки. И спасибо еще раз моим подписчикам в Telegram, что подсказываете мне название орхидей. Потому что иногда не хватает времени поискать название новой орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.